Эта трогательная история произошла с Валентиной, женщиной, которая всегда искренне мечтала о семейном счастье и любви. У нее был муж по имени Григорий и сын, прикованный к коляске, по имени Максим. Валентина была полна нежности и заботы к своему сыну, и она надеялась, что ее муж разделит ее чувства и заботу, поддерживая их семью в трудные времена. Однако в последнее время что-то начало меняться, и это вызывало у Валентины глубокую тревогу. Григорий все меньше и меньше уделял внимания своей жене и сыну, погружаясь в свои собственные мысли и проблемы. Он постоянно говорил, что Максим – бремя для них, что он не хотел такого сына, и эти слова ранили Валентину до глубины души. Она была опечалена и не могла понять, почему ее муж так относится к их ребенку, который нуждался в любви и поддержке. В ее сердце возникали вопросы и сомнения, и она не знала, как справиться с этой ситуацией. Однажды, в один из особенно печальных дней, Григорий просто ушел от них, оставив Валентину и ее сына-инвалида в одиночестве, без какой-либо поддержки. Это был настоящий удар для Валентины. Она чувствовала, что ее мир рушится, и все ее мечты о счастливой семье разбиваются вдребезги. Она осталась одна с ребенком, которому требовалась особая забота и внимание, и это было очень тяжело. Долгое время Валентина не могла прийти в себя после этого предательства, не зная, как дальше жить. Она боролась с одиночеством, отчаянием и горем, которые стали ее постоянными спутниками. Но, несмотря на все трудности и испытания, силы ее маминого сердца не переставали биться, и она продолжала искать в себе ресурсы, чтобы заботиться о Максиме и обеспечивать ему необходимую любовь и поддержку. Каждый день становился для нее испытанием, но Валентина знала, что должна быть сильной ради своего сына. Валентина нашла поддержку в друзьях и семье, которые помогали ей преодолеть трудности и держаться на плаву. Прошло 2 года, и внезапно Григорий решил вернуться в жизнь Валентины и Максима. Он понял свою ошибку и внезапно захотел исправить свои поступки. Григорий пообещал, что больше никогда не будет относиться к Максиму как к бремени и что будет заботиться о нем, как о собственном сыне. Однако, когда он вернулся, его ожидал сюрприз. Григорий обнаружил совсем другую картину. Вместо прежней Валентины, которая ждала его с распростертыми объятиями, он увидел сильного и уверенного молодого человека, который ходил самостоятельно, поддерживая свою мать. Максим перестал быть прикованным к коляске и смог преодолеть свои физические ограничения с помощью реабилитации, терпения и поддержки своей мамы. Валентина, в свою очередь, встретила Григория с холодным взглядом. Она поняла, что не может снова доверять этому человеку, который оставил ее в самый трудный момент и проявил свою истинную натуру. Она сделала главное – справилась с трудностями в одиночку и нашла новые силы в себе. Но в этот момент появился другой мужчина, человек, который всегда был рядом с Валентиной и Максимом, поддерживая их во все времена. Он проявил заботу и любовь, которую Григорий так и не смог дать. Новый мужчина выгнал Григория, и тот больше не появлялся в их жизни. Валентина поняла, что нашла настоящую любовь и поддержку в этом новом мужчине, который принял Максима таким, какой он есть, и полюбил его, как своего собственного сына. Они стали настоящей семьей, которая преодолела все преграды и трудности вместе. История Валентины и Максима стала образцом силы, доброты и непоколебимой любви. Они нашли свое счастье и справедливость, отвергнув тех, кто не ценил их. Жизнь продолжала свой ход, и они благодарили каждый день за возможность быть вместе и любить друг друга безусловно. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.